Доброе утро, друзья! Приветствую вас из Боржоми, бальнеологического курорта, известного на весь мир своей целебной водой. Вчера вечером я прибыл сюда из Тбилиси с планами посетить природный парк и искупаться в серных ваннах. Однако в мои планы коварно вмешалась погода, и купание пришлось отложить, так как весь вечер лил проливной дождь. Однако поснимать природный парк для вас мне все-таки удалось. Боржоми – знаменитый курорт, расположенный на юго-западе Грузии, в одноименном ущелье между Ваханским и Триалетинским хребтами, в регионе Стамске-Джавахети. Название Боржоми в переводе с грузинского означает крепость или стена. Город раскинулся по обе стороны реки Куры и тянется вдоль берега примерно 5 километров. Благодаря тому, что район находится в окружении горных хребтов и лесов, на курорте сформировался умеренный комфортный климат, а на протяжении всего года выпадает мало осадков. Однако именно в мой приезд почему-то шел проливной дождь. Карта достопримечательностей Боржоми содержит почти 200 объектов культурного наследия. Наиболее знаменитые из них – это крепость Гогия, резиденция семьи Романовых, городской парк, краеведческий музей и храм Тшвари. Своим развитием курорт Боржоми обязан царской семье Романовых, которая в XIX веке обустроила здесь кавказскую резиденцию. Именно при царе был открыт тот самый источник с этикеткой минеральной воды Боржоми. Парк тянется вдоль реки и имеет всего одну главную аллею с павильоном. И это именно то место на карте означают источником, хотя на территории национального парка насчитывается около 20 скважин. В глубине парка находится популярное туристическое место – Серные ванны. Дорога к ним пролегает через рез, вдоль реки по грунтовой дороге, которая в дождь превращается в глиняное месиво. И я решил отказаться от похода туда, тем более, что уже принимал серные ванны в Тбилиси. Грузия при советское время была известная туристическая страна. Во всем Союзе известна. Ну, в данный момент тоже во всем мире известно. Боржоми, тем более, из боржомской воды по всему миру известно. Приезжают у нас туристы со всего мира. В середине города протекает река Кура, на русском Кура, на грузинском Тквари. Это начинается в Турцию, проезжает в Грузию, в Азербайджан и заливается Каспийское море. Длина 1400 километров. У нас есть два завода разливочных. Первый и второй. Первый, когда идешь в Бакурьяне, у нас есть такой горно-лыжный курортный город Бакурьяне. Во время Советского Союза там тренировались советские олимпийские чемпионы. В том числе у нас есть человек из Бакурьяны, который прыгал из трамплина в Бацакадзе. Боржомские заводы в сутки разливают 800 тысяч бутылок. В данный момент, во время Советского Союза, там работало много народа, но в данный момент там автоматика все переделали и очень мало рабочих работает. Самая первая тропа из национального парка выходит, это деревня Ликани. То есть можно зайти в администрацию, зарегистрироваться, взять самый короткий путь и... Друзья, из Боржоми я направляюсь в Арзию, чтобы посмотреть древний каменный город. А по пути заеду еще в несколько интересных мест. И первое из них – это Зеленый монастырь. Рядом с монастырем протекает горная речка, в русле которой можно найти красноватые камни. Паломники верят, что это кровь мучеников, отдавших жизнь за свою веру.
Зеленый монастырь является действующим, и на его территории постоянно проживают 4 монаха. Вот здесь заканчивается Боржомское ущелье, и мы переходим, вы знаете, Грузия по регионам, да? Регион Сванети, Кахети, Ачарья, Буя, Самигрело, Раджа. Вот этот регион называется Самцхи-Джавахети. В этом регионе турки царствовали 300 лет, 3 века. Вот видите надпись Ахалцихи? Ахалцихи это переводится, Ахали это новая, Цихи это крепость или тюрьма. Прямо в переводе так переводится. По дороге из Борджоми в Ардию, в городе Ахалцихи, находится древняя крепость Рабат. В 2011 году здесь производились реставрационные работы. И сейчас крепость полностью восстановлена. Строительство крепости началось на рубеже 16-17 веков, принявшими ислам правителями Масхетии из рода Джакели. Город Ахалцихи, Лосмия, был взят османскими войсками в 1578 году и полвека спустя стал центром Ахалцихского пашалыка. В ходе упомянутой войны с турками в августе 1828 года у стен Ахалцихи произошло большое сражение между русскими войсками под командованием генерала Паскевича в составе 9000 человек и 30-тысячной турецкой армией под командованием Киос Магомед Паши. Турецкие войска были разбиты и отступили, после чего крепость была занята русскими войсками. В феврале 1829 года турецкие войска попытались отбить крепость. Оборона крепости Ахалцихи под руководством генерала Муравьева длилась с 20 февраля по 4 марта 1829 года. Отбив первый штурм, гарнизон держался еще 12 дней до подхода подкрепления, которое заставило турок отступить. Ахалцихская крепость с территорией в 7 гектаров разделена на 2 части – верхнюю историческую и нижнюю современную. В верхней части крепости расположены исторический музей Санске Джавахнекского региона, который находится в родовом замке Джакели, мечеть Хаджи Ахмед Паши, медресе, усыпальница Паши, православная церковь IX века, цитадель и амфитеатр. На территории нижней части крепости находятся в основном объекты обслуживания туристов: гостиница, ресторан, 2 кафе-бара, винный погреб, брендовые магазины, а также дом бракосочетаний. Для помощи туристам создан информационный центр, где посетителям крепости предлагают брошюры, путеводители на грузинском, английском и русском языках. В мае 2011 года началась реконструкция крепости Рабат, которая сопровождалась реставрацией и достройкой многих зданий, разрушенных еще в незапамятные времена. На этой цели правительству Грузии было выделено из государственного бюджета 34 миллиона лари. Лично мне нравятся памятники природы, которые дошли до нас в своем первозданном виде, так как в них чувствуется дух истории и своя собственная неповторимая атмосфера, которую, к сожалению, утрачивают те памятники, которые регулярно и в большом количестве посещаются туристами. Уже на подъезде к Варзии, на слиянии 2 рек Паравани и Куры, расположилась еще одна небольшая древняя крепость Хиртвиси. Крепость Хиртвиси – одна из самых древних и лучше всего сохранившихся крепостей грузинского средневековья. Расположена в крае Самсхе-Джахвайти, южной части Грузии. Летописец Леоний Мравелли упоминает Хиртвиси как один из первых городов Грузии в связи с походами Александра Македонского в IV веке до нашей эры. В эпоху раннего средневековья город пришел в упадок, и лишь в X-XI веках вновь перестроенная крепость разрослась до масштаба города и стала центром региона Месхети. Многоярусный ансамбль укрепления состоял из верхней цитадели
и примыкающей к ней с юго-востока Нижней крепости. Основная масса имеющихся сооружений относится к X-XIV векам. Хертвиси является памятником архитектуры Грузии и вместе с монастырским комплексом Варзия является кандидатом на включение в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. После осмотра крепости Харвиси мы прыгнули в автобус и покатили по горному ущелью, наслаждаясь прекрасными видами из окна в сторону главной достопримечательности – пещерному комплексу Варзия. Здравствуйте, друзья! Я нахожусь в известной достопримечательности Грузии, пещерном городе Варзия. Пещерный монастырский комплекс Варзия – один из самых известных и выдающихся памятников средневекового грузинского зодчества. Находится неподалеку от одноименного села на юге страны, в долине реки Кура. До наших дней дошла лишь малая часть древнего комплекса, остальная была утрачена в результате крупного землетрясения. Скальная крепость Варзия имеет официальный статус музея-заповедника. Пещерный комплекс Варзия протянулся на почти километр по левому берегу реки Кура. В туфовых породах горы Ирушети высечены кельи монахов, храм, библиотеки, часовни, трапезные, бани и наблюдательные пункты. Помещения связаны между собой разветвленной системой узких тоннелей. Стены пещер храма внутри украшены фресками с изображением библейских сюжетов. Пещеры располагаются вертикальными ярусами на высоте 1300 метров над уровнем моря и напоминают восьмиэтажный дом, а с обзорных площадок открываются красивые виды на долину реки Кура и горные массивы напротив. Друзья мои, находясь в Грузии, решил прицениться по стоимости жилья. Элитный жилой комплекс Варзия предлагает 1-, 2-, 3-комнатные квартиры без отделки. Из оборудования установлена ванна, туалет, есть 2 дизайнерских стула, открытая кладовка. Ну и все, пожалуй. Дороговато будет. На уровень выше находятся большие апартаменты с огромным холлом и маленькой спальней. Из удобств туалет и биде. Ансамбль монастыря Варзия был создан в основном в 1156-1205 годах, в период правления Георгия III и его дочери царицы Тамары. Расположенный на границе Грузии, монастырь-крепость перекрывал ущелье реки Куры от вторжения иранцев и турок с юга. В ту пору все помещения монастыря были скрыты скалой, а с поверхностью их соединяли лишь 3 подземных хода, через которые крупные отряды воинов могли появиться совершенно неожиданно для неприятеля. Ну что, друзья мои, тяжело убирать квартиру, пещеру, заселился в свою голову, а тут такой бардак. Пока вымел, пока вытер, а пыли вы не представляете. Кошмар. Не покупайте квартиры в пещерах. Заголебетесь.